Любовный кекс. Должен ли муж знать, что это не его ребенок? В браке 15 лет. Я не могу иметь детей бесплодия. Точнее, не могла, пока не случилась моя беременность. Проблема только в том, что отец ребенка мой любовник, а не муж. Понимаю, что поведение с моей стороны безнравственно, но при таких продолжительных отношениях измена лишь вопрос времени. Мы знакомы с 20 лет и поженились лишь к 28. Да, в этот промежуток были отношения, но мы оба поняли, что никогда никого не любили так сильно, как друг друга. Сейчас нам по 43, и мы весьма обеспечены, чего не скажешь про некоторых наших сверстников. Разница лишь в том, что у них есть полноценная семья, а у нас карьера. Мы никогда не думали об усыновлении, понимая, что не сможем принять этого ребенка в семью и считать его родным. Это сломало бы ему жизнь, так что серьезного разговора никогда не было. Теперь, когда я нахожусь на 4 недели, мне страшно, потому что рожать в 44 лет тяжело, а рассказывать мужу тоже не слишком легко. Возможно, он тоже мне изменяет, и мы сможем вместе пережить эти обоюдные отношения на стороне. Но что делать с ребенком? Как он будет себя чувствовать, узнав, что за 15 лет не смог сделать себе наследника и осознанно пожертвовав им, чтобы остаться со мной? Мне кажется, что подобное предательство гораздо сильнее того, чтобы переспать с другим. Даже если я рожу, то ребенок будет родным для меня, но чужим для него. Я ведь фактически сломаю ему жизнь, зная то, как он мечтал о семье. Обращение к знакомому психологу принесло лишь больше проблем, чем пользы. Не могу перестать думать об этой ситуации ни на минуту. Если я рожу, сказав, что ребенок от него, предам человека, посвятившего мне жизнь. Если сделаю аборт, надежда на ребенка от него тоже маловероятна. Во мне постоянно находятся противоречия. Я смотрю на семьи, достаток которых не такой большой, как у нас, но они с детьми и счастливы. Самое страшное, если отправить меня на 5 лет назад, то я понимаю, что поступила бы так же. Понимаю, что не выдержала бы и не стала себя сдерживать, снова пойдя на измену. Возможно, я бы была осторожнее, но тот факт, что снова бы так поступила, определенно. Это сложно объяснить, и со стороны выглядит как предательство, но мы оба понимаем, что иначе никак. Подобный негласный договор позволяет сохранять брак очень долго, и мы никогда не несем в семью ничего плохого. Любовник пока не знает, и я не думаю, что говорить ему хорошая идея. Можно ведь стать жертвой шантажа. Этот скандал ведь отразится не только на мне или муже, но и на наших друзьях и родителях, а я не хочу для них такого. Возможно, это также отразится на бизнесе, потому что партнерам очень не нравится, когда что-то встает между нами и работой. Это отвлекает и заставляет принимать неправильные решения. Скоро станет заметен живот, и мужу все равно придется что-то говорить. Все это очень сложно, я не готова признаться в том, что это не его ребенок. Как было бы просто, если бы была возможность все исправить одним щелчком, хотя бы один раз в жизни в самый критический момент. Друзья, вот такая реальная история из жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал и пишите свои комментарии. Пока.